Все, начинаем. Приветик всем! Первый эфир в этом новом году. Всех с праздником поздравляю. Я думаю, что в этом году будет еще интереснее, чем в прошлом. И мне кажется, что что-нибудь придумаем такое неожиданное, интересное, что вам всем тоже очень понравится. Я не знаю, что это будет, и не знаю, будет ли вообще, но мне бы хотелось, чтобы появилось что-то поинтереснее интенсивов, поинтереснее эфиров, и, возможно, чтобы мы сами это с вами вместе придумали. Короче говоря, будем дальше на связи, и я думаю, что в этом году будет все веселее, и вас будет больше. Я очень этого хочу, чтобы вас было больше. С Новым годом! Добрый вечер. Сегодня у нас 15-й день интенсива, я запомнила наконец-то. И мы сегодня начинаем, у нас будет целая неделя, посвященная рукавам. Сегодня мы будем делать расчеты рукава до оката. Завтра мы с вами разберем окат, а в среду-четверг мы все это дело свяжем. Девочки поздравляют с Новым годом меня, спасибо. Ну и не только меня, всех зрителей. Вот, так что сегодня я вам расскажу некоторые важные, очень-очень важные нюансы по поводу размеров рукава, там, где у нас окат и все остальное. А также мы сделаем расчеты. Расчеты несложные, расчеты точно такие же, как на спинку и вперед, но просто там нужно разобраться с убавками и прибавками. Вот мы с прибавками, да, вот мы будем с этим разбираться. Но про окат отдельно будем сейчас говорить, потому что это дело важное. Я уже тут подготовила вам несколько листочков, чтобы не тратить время на рисунки, и будем начинать. Если у вас есть вопросы по поводу вязания свитерочка нашего, по поводу, может быть, чего-то еще, задавайте, пишите, потому что, ну, все должно быть понятно. Если что-то где-то непонятно, значит, я должна дообъяснить. Я, кстати, вот сейчас писала подробный конспект по поводу оката, и я заметила за собой, что обычно, если я рассказываю что-то новое, то я рассказываю это, ну, как-то, как бы это сказать, не слишком углубленно. То есть я рассказала, потом я смотрю, что вам непонятно, и углубляюсь еще больше в эту тему. Потому что по вашей реакции я вижу, что понятно, что нет. Вот, например, вырез я сейчас, когда я объясняла вырез, и вы его вязали, я поняла, что вы очень хорошо его поняли. Ну, прям вообще, по-моему, не было девочек с интенсива, кто вырез не понял и кто его неправильно нарисовал. То есть в основном все идеально, все круто. Пройма еще не всем понятно, потому что пройма рассказывала первый раз, теперь я знаю, во что мне углубиться, и в следующий раз, если что, я пройму расскажу лучше. Точно так же и с окатом. Я окат уже рассказывала, и у меня видео есть отдельно на ютубе, и в индивидуальных мастер-классах мы с девочками общались, я рассказывала. И я теперь понимаю, что вот сейчас я очень жестко углубилась в этот окат. Я поудаляла много лишнего из своей головы, из наших конспектов, и теперь буду рассказывать попроще, но в то же время углубившись в эту тему. И по вашей реакции я посмотрю, что мне еще нужно выкинуть из объяснения, чтобы было все гораздо проще. Так что пишите мне обязательно после расчетов оката, что понятно, а что нет, чтобы я тоже как-то в какую-то сторону двигалась, чтобы я понимала, как мне лучше объяснять вам какую-то тему. Так, ну что, Санечек тут уже присоединился и начал со всеми общаться. Ладно, я буду рассказывать нашу тему, и буду читать ваши комментарии. Если что, пишите вопросы. Спрашивает Санек про похмелье. Все в норме, ни у кого нет. У нас девочки все рукодельницы, вязальщицы. Мне кажется, что, ну, это такая область, не область, такая группа девочек, группа людей, которые, куда мне мышку убрать, которые достаточно спокойно, мне кажется, относятся ко всяким таким штукам. Хотя я не знаю, я анализ не проводила. Сейчас я настрою камеру. Как всегда, она у меня не настраивается. Так, и вас. Так, все вязали. Все вязали в новогоднюю ночь и в новогодние праздники. Так, ну что, вот я все это дело наше разместила. Сейчас будем разбираться. Сейчас у меня что-то на ютубе не очень как-то ситуация. Все время камера куда-то улетает. Санек, мне надо, чтобы ты мне камеру настроил как-нибудь.
Как сделать так, чтобы оно никуда не улетало? Вот так нормально. Ой, вам хорошо видно. Так, Саша, вы правы, да? Не, язвенницы, гипертоники и трезвенники. Ого, жестко прям. Приветик всем. Ну что, давайте разбираться. Сейчас я конспект свой возьму, потому что я уже так немножко подзабыла, что я вам хотела рассказать, чтобы все было по порядку. Итак, смотрите. Вот так выглядит наша пройма, так выглядит наш окат. Я переписала все мерки, которые у меня есть сюда, вот, в эту выкроечку небольшую оката и проймы, для того, чтобы, ну, вы видели, что нужно записать. Мы записываем высоту нашей проймы, она у нас 17, а также вот эту ширину проймы у меня 4,5. И высоту оката 11 сантиметров. Мы это с вами высчитывали все. Если кто забыл, загляните еще раз в видео про мерки. Это все там есть. Так, и дальше что мы будем с вами делать? Нам нужно скорректировать некоторые эти измерения для того, чтобы окат был вообще идеальный. И записать еще кое-что. Записать дополнительные мерки. Я записала плотность нашего вязания, ряды, 56 рядов, 25 сантиметров. Это та плотность, которую я использовала при вязании нашего свитерочка. Вот, и, мне нужно узнать, сколько в 6 рядах сантиметров. Я объясняю, что это вообще такое. Дело в том, что это касается тех, у кого скос плеча. Дело в том, что на скос плеча у нас уходит какое-то количество сантиметров, потому что пройму мы измеряли от основания шеи. Это самая высокая часть. Нам нужно узнать вот эту часть проймы, в которую мы будем вшивать окат, то есть саму вот эту дырочку. Вот как раз вот эта дырочка, она будет капельку короче, чем наша пройма. 6 рядов, у меня было 8 рядов на скос плеча. Сейчас я... Ага, я это не взяла. У меня было 6 рядов на скос плеча, вот мои расчеты. Смотрите, то есть 8 рядов, 8 рядов. Но здесь первые 2 рядочка тут и тут я вяжу еще как бы туда-сюда, поэтому с этой стороны у меня еще немножечко поднимается эта часть, поэтому я беру 8 рядов минус 2 ряда. Это будет так у всех, поэтому 6 рядов нам чисто на вот этот скос плеча уходит. 6 рядов я сюда записала. Мне нужно узнать, какая высота моего скоса плеча, чтобы узнать вот эту часть моей проймы. Я считаю, как обычно, 56, ой, не то, не то. 6 я умножаю на 25 и делю на 56. У меня получается 2,6, 2,7, вот что-то такое. Я записала себе 2,6, запишу сейчас сюда. 2,6 это скос плеча. Вот так. И его я буду использовать. Мне нужно посчитать вот это значение новенькое. Новым, то, что мы считаем новое, я буду рисовать, давайте, красным цветом. Вот здесь у нас 17 минус будет 2,6, 17 минус 2,6. У меня получилось 14,4. Я надеюсь, правильно. Давайте я еще раз. Да, 14,4. Вот эта мерка у меня 14,4. То есть это та моя пройма, которую я буду использовать в вязании своего оката. 14,4 сантиметра. И что еще мне нужно здесь измерить, так это вот эту штучку. Вот это закругление. Что такое? А что такое? Ну, потому что белое-белое. Не отвлекайся, не очень, правда. Вот это закругление мне нужно узнать. Вот это закругление у меня высчитывается грубовато, но вот это всегда я делаю так. Все равно все потом в итоге получается хорошо. Что здесь я делаю? Я к 14,4 прибавляю 4,5. Давайте я это запишу. 14,4 плюс 4,5. У меня в итоге получается 18,9. Но 18,9 это грубовато, потому что я считала, ну, четко прямой угол. А у меня здесь есть некоторое закругление, поэтому я возьму просто 18. То есть, ой, не 18, давайте, наверное, 18,5. То есть где-то полсантиметрика вы оставляете. Вот здесь у меня будет 14,4, а на вот это закругление я беру 18,5. Давайте вот так, 18,5.
То есть вот эти 2 значения, которые мне нужны, которые я буду использовать в будущем. Вот так. И здесь, в принципе, я тоже могу написать вот это 2,6, чтобы вы понимали. 2,6 вот эта часть. Вот так. То, что нам нужно посчитать. Итак, еще раз, мы считаем новую высоту нашей проймы. Она у нас 14,5. Это высота проймы изначальная минус скос плеча. И мы измеряем вот это закругление. Это закругление мы считаем новая длина проймы плюс ширина нашей проймы. И минус примерно полсантиметрика на то, что у нас здесь идет закругление. Я взяла 18,5. Вот так. Дальше смотрите теперь на наш окат. Что, зачем мы это все считали? Куда нам это все теперь применить? Теперь мы нарисуем это все в нашем окате. 14,4 наша новая пройма, она измеряется от основания проймы. Вы, кстати, эту мерку можете померить по вашей пройме, то есть положить ваш свитерок и измерить вот эту часть. Плюс посчитать и посмотреть, похожи эти значения или нет. 14,4 находится у нас здесь, вот от основания нашей проймы, здесь основание нашего оката, и вот примерно вот так, то есть до его середины. Вот эта часть у нас тоже 14,4. Вот. Вот так. И следующее, что мы посчитали, это 18,5. 18,5 у нас уже идет с вот таким закруглением. Вот так. Вот это 18,5. Так выглядит наш окат. 11 то, что мы использовали, то, что мы измеряли с вами еще до этого. Если понятно, пишите понятно, если непонятно, задавайте вопросы. Ну, это, понимаете, я делаю все для того, чтобы вы разбирались вообще, как окат вписать вот в эту часть, какие части оката должны совпадать с какими частями проймы. Это важно, чтобы вы понимали. 11. Давайте разберемся с вот этим значением, потому что тут тоже есть важные, очень важные нюансы. Давайте я, наверное, вот так стрелочку поставлю. 11. 11 сантиметров. Как мы это получаем? Это длина проймы минус примерно 3,7 сантиметров. Ну вот как бы я запишу это вот так, то есть минус 3,7. От 3 до 7 сантиметров. В идеале, конечно, 4,6 сантиметров. Длина моей проймы 14,4. Я сейчас это все проверю. 14,4. Я отнимаю от длины моей проймы 11 высоту. У меня получается, давайте я еще раз отниму, минус 11. У меня получается 3,4. Это все вписывается вот в эти значения. Так, понятно, понятно. Вписывается в эти значения, значит, мне подходит. У меня все в порядке. Что делать, если у вас здесь значение меньше 3 или больше 7? Ну, если у вас там вообще, например, что-то ужасное происходит, тогда вам обязательно нужно изменить высоту оката. Как ее изменять? Если у вас не совпадает вот в этой области ваше значение, тогда вам нужно еще раз измерить мерку внутренняя длина рукава. Значит, вы неправильно ее измерили. Вот это важная часть, потому что от высоты оката зависит его красота и зависит то, как вы правильно впишете окат в вашу пройму. Смотрите, я все уже нарисовала заранее. Вот длина нашей проймы. Она измеряется от основания шеи вниз до до нужного вам места. Вот ваша подмышка, она розовым отмечена. Длина проймы не всегда доходит до подмышки, она может быть и ниже. И внутреннюю длину рукава вы измеряете от той точки, где заканчивается ваша длина проймы. То есть это не обязательно прям от подмышки идет измерение, оно может идти чуть ниже. И вот если вы измерили внутреннюю длину рукава правильно, когда вы отнимаете общую внешнюю длину рукава от внутренней, вы получаете высоту вашей проймы. Вот у меня получилось высоту оката. У меня получилось 11. И тогда это значение должно примерно на 3,7 сантиметров быть меньше, чем ваша мерка, вот высота проймы, длина проймы. Вот это очень важно. Если понятно, напишите какой-нибудь смайлик. Если у вас не получается здесь то, что у меня, значит, вам нужно перемерить вот эту мерку, внутренняя длина рукава. Так, готово, пошлите дальше. Теперь, что насчет того, какая у вас ширина вашего рукава? От ширины рукава зависит также, наоборот, от высоты вашей проймы зависит ширина вашего рукава. Если у вас ширина рукава будет слишком большая, я имею в виду его самая широкая часть вверху,
Если слишком большая будет, а пройма маленькая, вы никак не впишете ваш рукав в вашу пройму. Не получится. То есть сейчас мы сделаем кое-какие расчеты, вы поймете, как это посчитать. Или если у вас, например, слишком маленькая ширина рукава сверху, а пройма большая, тогда тоже возможен такой случай, что не очень красиво впишется пройма в окат в пройму. Дальше я это покажу. Как нам это все теперь посчитать? Смотрите, вот это я в разложенном состоянии нарисовала вперед и спинку. Это наше плечо, это вырез, это наша пройма. Вот то, что я считала 18,5 сантиметров, это вот эта часть, 18,5. Вот эта часть в нашей пройме. В окате это вот эта часть. То есть мы должны 18,5 оката вписать в 18,5 проймы. Эм, это все можно регулировать. То есть, чтобы у вас здесь получилось 18,5, вы можете увеличивать высоту оката и уменьшать. Это все возможно. Нам сейчас нужно посчитать ширину нашего рукава примерно хотя бы, чтобы знать, нужно ли нам увеличивать высоту оката. Если нам нужно увеличивать высоту оката или уменьшать, значит, у нас будет меняться внутренняя длина рукава. Поэтому перед тем, как посчитать, наш рукав, сделать расчеты до проймы, до оката, нам нужно сделать вот эти вот измерения, которые я буду делать сейчас. Так, 11 у нас здесь получается. Что нам нужно посчитать? Нам нужно либо взять нашу пройму готовую уже и посчитать петли, которые у нас именно в самой пройме, вот здесь. Либо нам нужно взять расчеты нашей проймы и посчитать количество петель, которые у нас будут вот здесь вот идти по краю. Как мы считаем? Если у нас ряд связан прямо вверх и вот у нас идет одна кромочная, это 2 рядочка. 2 рядочка, это значит, нам нужно будет в окате связать 2 петельки, чтобы красиво в эти 2 рядочка вписать наш окат. Если вы связали просто прямо вверх ваши петли, значит, вы количество галочек умножаете на 2, а здесь у вас в пройме вы считаете каждую галочку отдельно, то есть 1 галочка равно 1 петля. Я считаю здесь это все, а потом беру свои расчеты проймы и считаю еще здесь. Как я считаю? Смотрите, минус 2 это значит 2 галочки, 2 петельки, 2 вместе это 1 галочка, 3, минус 2 еще 2, 4, 5, 6, 7, просто пробел это 8, 9, 10, 11, 12. У меня получается 12 галочек моя пройма. Затем я посчитала, вот у меня 20 рядов прямо вверх, посчитала количество рядов. 6 рядов у меня уходит на скос плеча, то есть 28 минус 6, 22 ряда вот в этой части я вяжу прямо вверх. 28 рядов прямо вверх я вяжу здесь, возле выреза. Давайте я это напишу. Так, пройма у меня 12 петель. Сейчас вы поймете, зачем я это делаю. И дальше прямо вверх я вязала в пройме 28 минус 6, 22 ряда. Вот мне нужно это сложить, 22 и 12. Я складываю. 22 плюс 12 у меня получается 34 петельки. Вот 34 петельки у меня здесь в этой пройме. И 34 петельки мне нужно для половинки моего оката. Вот, понимаете, половинка. То есть 1 пройма здесь 34 галочки, и у меня в рукаве в идеале тоже должно быть в половинке 34 галочки, чтобы у меня все хорошо совпало. Сейчас я так немножко на глаз, можно сказать, посчитаю количество петель в рукаве, чтобы убедиться в том, что у меня все нормально, все совпадает. Так, сейчас я запишу 34 петельки, либо меньше, должно быть в 1/2 рукава, но не больше. Так, такое же количество. Сейчас я это все запишу. Такое же количество или меньше должно быть в 1/2 рукава, но не больше. Если у вас больше, чем вот здесь, чем 34, тогда это в рукаве, сейчас мы будем считать рукав, тогда вам нужно уменьшать ширину рукава. Значит, ваш рукав слишком широкий для вашей проймы. Я считаю, я беру количество
свой, как это сказать, свою плотность вязания, которым я буду вязать свой рукав, вязала вперед или спинку. У меня в 92 петлях 45 сантиметров. Мне нужно узнать, у меня здесь обхват плеча, вот эта моя часть 28 сантиметров. Сейчас я возьму свою выкройку, где она у меня? Да, вот, видите, у меня здесь самая широкая часть рукава 28 сантиметров. Вот ее я и беру. Мне нужно посчитать, сколько петель в 28 сантиметрах. Это сейчас все очень условно, но мне нужно примерно посчитать. Я посчитала, у меня получилось 58. 58 петель это ширина моего рукава сверху примерно. 58 я делю на 2, у меня получилось 29. Вот 29, посмотрите, 34 петельки у меня в пройме, 29 примерно у меня в половинке рукава. Это меньше, чем 34, значит, все в порядке. Мне все это подходит. Идеально. Тогда, значит, я оставляю ширину своего рукава такой, какая у меня есть. Если здесь получается больше, чем 34, тогда вам нужно уменьшать ширину рукава. Значит, вы слишком широкий рукав хотите для вашей маленькой проймы. Либо увеличивать пройму, либо уменьшать ширину рукава. Ну, то есть вы должны понимать, что невозможно любой рукав красиво вписать в любую пройму. Все должно как-то соотноситься друг с другом. Вот эти измерения мы сделали, все, мы это откладываем, мы убедились, что все нормально. Дальше будем делать расчеты рукава. Сейчас я еще вам расскажу и покажу, про что я вообще говорила только что. Вот, я подготовила для вас рисунок. Если понятно, напишите какой-нибудь смайлик. Подготовила для вас рисунок, смотрите. Если мы имеем слишком широкий рукав, пройма, предположим, у нас одна, вот 3 случая, пройма у нас одна, рукав слишком широкий, тогда у вас окат будет, высота оката слишком маленькой, вот примерно такой. И рукав, когда он пришьется, он будет лежать практически в горизонтальном положении, вот в таком, то есть практически под прямым углом. Если же наоборот, ширина рукава у вас слишком маленькая для вашей проймы, вам нужно будет вязать слишком высокий окат, вот прям сильно-сильно высокий, и тогда при сшивании ваш рукав будет висеть, ну, прям вот так вот низко. Это не ошибки, это все правильные варианты. Но желательно стремиться к третьему варианту, когда у вас ширина рукава нормальная. Вот когда мы сделали расчеты, у нас вот так все получилось. Тогда и высота оката у вас будет как раз средняя, и рукав будет лежать вот так, как он и должен лежать, немножко наискосок, вот так. И вот еще раз я допомню об этом рисуночке. Вам нужно обязательно правильно измерить внутреннюю длину рукава. Правильно измерить. Не просто измерить, а правильно. Вот смотрите, на все 3 случая вы должны понимать, как может выглядеть окат. Это все правильно, но высота оката разная, и зависит положение рукава от высоты оката. Так, теперь давайте делаем расчеты нашего рукава. Протараторила я все, что хотела. Важное. Расчеты рукава. Вот так выглядит наш рукав. Мы сделаем расчеты до оката. Так, все замечательно. Ставят смайлики, девочки. Отлично. Идем дальше. Какие мерки нам нужны? Первое, что нам нужно, это вот нижняя часть, ширина нижней части рукава. Я все это беру из вот этой своего листочка. Чтобы, сейчас я почитаю вопрос, чтобы переписать все правильно. Здесь у меня 18. Дальше, следующее, что нам нужно, это вот самая широкая часть рукава, она у меня 28. И та самая внутренняя длина рукава, которая, если у вас не верна, вы ее именно сейчас должны измерить правильно. Потому что если что-то неправильно, у вас потом поплывет весь рукав. Вам нужно будет либо добавлять, либо распускать. От этого ширина может поменяться. Поэтому перед тем, как считать рукава, обязательно еще раз измерьте внутреннюю длину. Так, здесь она у меня 45. И вот мои новые мерки, которые я, исходя из этого, посчитаю. Высота моей резиночки 3, точно так же, как у меня было там. И вот эта часть у меня 45 минус 3, 42. 45 минус 3, 42. Вот готово. Как посчитать по расчетам, сколько петель должно быть на ширину рукава? Вот сейчас, да, буду рассказывать. Все, больше нам ничего не нужно. Окат мы не трогаем, окат расскажу завтра. Так, считаем.
Здесь у меня будет ширина, здесь у меня будет высота. Сначала мы записываем все, что связано с резинкой. Нам нужно посчитать, сколько петель на резинку и сколько резинка у меня должна быть в высоту. Записываю плотность резинки. В 20 петлях у меня 12 сантиметров, в 10 рядах у меня 3,8 сантиметра. Мне нужно посчитать, сколько, смотрите, сколько в ширину у меня 18 сантиметров петель мой рукав резинки и в высоту 3 сантиметра. 3 сантиметра я уже считала, когда мы делали расчеты на спинку и вперед, у меня получилось 8 рядов. То есть здесь я могу просто переписать. Так, а это я сейчас посчитаю, сколько петель мне нужно на резинку. 20 я умножаю на 18 и делю на 12. Получила 30. Здесь должно быть четное число, если у вас резинка 1 на 1. Если резинка 2 на 2, тогда это число должно быть кратно 4. Ну и так далее. Вы обращайте обязательно на это внимание. Так, это я посчитала, то есть на резинку нам нужно 30 петель и 8 рядов провязать вверх на мой рукав. Дальше мы смотрим, что у нас там с узором. На узор, тот, который у меня будет на рукаве, берем плотность узора, который будет в рукаве. У кого-то, возможно, это просто будет какая-то платочная вязка, а основная часть вперед и спинка, раны, например, косы. У кого-то может быть рукав посерединке с косой. Расчеты на такой рукав точно такие же, как на расчеты спинки и переда. У кого-то может быть весь рукав в косичках, как у меня, в варанах. Поэтому я буду делать расчеты на свой рукав, покажу, как это делается. Здесь нам нужно посчитать, вот в данном случае нам нужно посчитать высоту 42 сантиметра. Поэтому и только в высоте я напишу свою плотность. В 56 рядах у меня 25 сантиметров, и мне нужно посчитать, сколько 42 сантиметра рядов. Записываю я это и считаю. Еще раз проверяю все, чтобы было правильно. 56 умножаю на 42 и делю на 25. Получается 94. Вот 94 ряда мне нужно провязать после резинки своим узором. А теперь узор я должна буду расписать петли, как при расчетах на спинку и вперед. Сейчас будем делать. Дэвис выздоровел, всех поздравляет с Новым годом и приветы передает. Он гавкает на салюты. У нас салюты не заканчиваются, и у него просто перевозбуждение какое-то от этого. Мы уже устали, но мы радуемся, что он гавкает. Так, давайте, что я делаю? Я распределяю свои узоры так, как я это делала при расчетах на спинку и вперед. Сейчас я достану этот листочек, чтобы вы вспомнили, где оно у меня это было. Вот, чтобы вы вспомнили, как я это делала. Я рисовала схематично свои узоры, сверху писала сантиметры, снизу петли и подсчитывала количество петель и сантиметров. Сейчас будем делать то же самое. На рукаве я решила, здесь запишу, что у меня посередине будет мой центральный узор. Я вот его так нарисовала. Тот узор, который у меня по центру вот моего свитерочка. Вот такой. Ромбы я решила не включать в рукав, потому что у меня рукав не очень широкий, и его скорее нужно было, ромбы, скорее всего, нужно было по центру размещать на рукаве, но так как у меня есть этот узор, я беру его. Затем я, наверное, с двух сторон по маленькой косичке оставлю вот такой. Следом у меня будет мелкая косичка вот эта. Вот мне она нравится, я ее стараюсь везде размещать. Ну, нарисую ее вот так. И сейчас, ну, я должна посчитать, вот на каком-то моменте я должна остановиться и посчитать количество сантиметров. Вот здесь сверху я буду писать сантиметры. Какой узор, сколько у меня сантиметров занимает. Вот эта косичка у меня 3,5. Маленькая у меня 2 сантиметра, большой центральный 8, 2, 3,5. Если это все прибавить, сложить вернее, 3,5 плюс 2 плюс 8 плюс 2 плюс 3,5 получается 19. Вот я, пожалуй, на этом остановлюсь. Это будет как раз ширина моего рукава. Здесь 18, вот пусть она будет 19. Уже не буду я отнимать 1 сантиметр, пусть остается. То есть таким рукав мой будет снизу.
Дальше для того, чтобы достичь 28 сантиметров, я должна еще потихоньку его расширять. Я думаю, что я добавлю еще по косичке, с каждой стороны тоненькой, а затем у меня уже будет просто платочная вязка. Так же, как и, на моем вот этом, на моей вот этой части основной, на свитерочке. Что это значит? Здесь еще важно понимать, что вы должны оставлять, на вот эту вторую часть, которая будет сверху, оставлять такие узоры, которые легко и красиво будут смотреться с прибавками. Рукав у нас будет расширяться кверху, поэтому будут здесь некоторые прибавки. И как раз прибавки будут нормально смотреться именно на, вот такой вот простой платочной вязки, ну, плюс одна вот эта косичка у меня добавится, это будет нормально. То есть, если вы запланируете здесь по краю какие-то ромбы, пока ромбы у вас прибавятся, пройдет целая длина рукава. И самый такой большой крупный ромб, он будет, ну, всего лишь наверху, его будет практически не видно. То есть, на прибавку, для прибавок добавляйте по краям рукава такие узоры, которые мелкие, либо вот совсем-совсем, ну, которым не нужна ширина. Вот на этот узор ширина не нужна, потому что раппорт его одна петелька. Ромбы на край лучше не размещать, потому что пока вы ромб прибавите, он будет весь у вас поломанный. Поэтому я решила сделать так. Записываю я дальше свои сантиметры. Здесь у меня 2, вот это у меня косичка маленькая 2, а это мне нужно посчитать количество платочной вязки. У меня наверху 28 сантиметров. Я от 28 отнимаю 19, то, что я уже посчитала, отнимаю 2 и отнимаю 2, то, что новое, только что я прибавила. У меня получается 28 минус 19 минус 2 минус 2, у меня получается 5. Вот 5 сантиметров мне остается по краям. Так как края у меня 2, 5 я делю на 2, получается 2,5 сантиметра. Это у меня будет платочная вязка по краю. Платочная вязка. Записываю сюда 2,5 и 2,5. Вот так я распределила свои узоры. Здесь у меня будет наверху 28 сантиметров, внизу 19 сантиметров. И здесь снизу я могу уже написать свои, количество своих петель. Сверху давайте я посчитаю, тут будут петли. Сверху я посчитаю 2,5 сантиметров, сколько у меня петель на мою платочную вязку. Записываю плотность вязания платочной вязки. В 20 петлях у меня 12 сантиметров. Это платочная вязка. Вот так я определю ее. Мне нужно посчитать, сколько в 2,5 сантиметрах петель. Я посчитала, у меня получилось 4 петельки. То есть, смотрите, у меня будет 4 здесь и 4 петельки здесь. И дальше я могу расписать все свои остальные петли. Вот в этом, в одной маленькой косичке у меня тоже 4 петельки. Я вот так вот запишу 4, 4, 4. Вот в этой косичке у меня сколько? 8 петелек. 8. Подождите, 8. Да, 8. 8, 8. И вот в этой, правильно я считаю? 6, 7, 8, да. И вот в этой центральной косе у меня 18 петель. Это я теперь могу все сложить и посчитать общее количество петель. 4 плюс 4 плюс 8 плюс 4 плюс 18 плюс 4 плюс 8 плюс 4 плюс 4. 58 петелек у меня получается. 58 петель – это верх. Теперь мне нужно посчитать количество петель снизу. Я беру только ту часть, которая касается низа. У меня здесь 8, 4, 18, 4 и 8. Если я это все сложу, 8 плюс 4 плюс 18 плюс 4 плюс 8, получается 42. 42 петельки у меня низ. Вот, в принципе, мы все сделали. Если понятно, пишите. Теперь осталось самое простое – это посчитать количество убавок. Давайте мы это посчитаем другим цветом. От 58 я отнимаю 42. 58 минус 42. У меня получается 16. 16 петель мне нужно прибавить с двух сторон по всей высоте моего рукава. 16 я делю на 2. У меня получается 8 петель, мне нужно прибавить с каждой стороны.
8 тут, раз, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, и 8 тут, раз, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Вот так, готово. С каждой стороны. Беру количество рядов. Вот 94 ряда. 94 ряда я делю на 8 петель. 8 петель это также 8 раз, то есть мне нужно 8 прибавок сделать. 94 я делю на 8, у меня получается 12. 12 рядов. То есть примерно в каждом 12 ряду у меня будет плюс 2 петельки. Готово. Если записать лицевые, то получается в каждом 6 лицевом ряду. Вот так. Так, вот это бабахает прям рядом с вами. Ой, это далеко, видимо, так слышно. И последнее, что нам нужно сделать, последний пункт, это посчитать количество петель для прибавки после резинки. Записываю я это отдельно здесь. У меня на резинку нужно 30 петель. Мой узор снизу составляет 42 петельки, поэтому я беру 42, от 42 я отнимаю 30, 42 это узор низ, 30 это резинка. От 42 я отнимаю 30, у меня получается 12, правильно? 12 петель мне нужно прибавить после резинки. Беру количество петель своей резинки, у меня их 30. 30 делю на 12, 30 делю на 12, получается 2,5. Это значит, что примерно через 2-3 петельки, 2-3 петельки мне нужно прибавить 1 петлю. Вот. Все, я сделала все расчеты, девочки. Если понятно, пишите. Я сделала абсолютно все расчеты. Теперь нам можно написать план вязания. Давайте напишем его где-нибудь здесь, чтобы у нас рукав был в одном месте. План вязания. Так. Первое, что нам нужно сделать, это набрать. Набрать мы смотрим петли резинки. Набрать, вот резинка 30 петель, 30 плюс 2 кромочные, 32 петельки. Второе, что нам нужно сделать, связать резинку. Резинка 8 рядов, 3 сантиметра. Рисую я 8 рядов. Вот так мы будем ее вязать. Третий пункт, нам нужно после резинки петли донабрать. Донабрать, мы считали это здесь, вот, донабрать 12 петель. Это я обычно в последнем рядочке набираю. Дальше, четвертый пункт, нам нужно вязать наши узоры. Узоры вот эти, которые я здесь рисовала, мы их будем вязать вот 42 сантиметра, 94 ряда, 42 сантиметра. 94 ряда это, сейчас я посчитаю, 47 лицевых рядов, поэтому я могу нарисовать 47 клеточек. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Так, раз, два, три, 4. Вот так. Но у нас здесь есть прибавки, поэтому прибавки я буду отмечать точкой. Точка это плюс 2 петельки. Одна с одного краю, вторая с другого. У меня прибавки, посмотрите, в каждом 6 лицевом ряду. Первую прибавку я буду вязать отсюда вот так, снизу вверх, слева направо. Первую прибавку я советую делать не в 6 ряду, потому что последняя придется сразу на подмышку, а чуть раньше. Я обычно вот это число делю на 2, то есть в 3 ряду я сделаю первую прибавку. Отсчитываю 1, 2, 3, здесь у меня будет первая прибавка. И теперь мне нужно поставить 8 точек, да, вот 8 петель, 8 раз, 8 точек через 6 клеточек. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6.
Раз, 2, 3, 4, 5, 6. Раз, 2, 3, 4, 5, 6. Раз, 2, 3, 4, 5, 6. Раз, 2, 3, 4, 5, 6. Считаем точки. Раз, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Все, получилось. 8 раз, 8 убавок. То есть я вяжу свой узор, и как только я натыкаюсь на точку, я сразу делаю прибавку с одной и со второй стороны. Если у вас на рукаве узор просто какая-то платочная лицевая и изнаночная гладь, рис, тогда вы считаете количество петель на резинку по этому вашему узору и не рисуете вот это все, то есть вы посчитали просто общее количество петель, после резинки вам, скорее всего, прибавлять не нужно будет, если лицевая гладь, то 100%. Вы просто считаете количество рядов резинки, количество рядов после резинки до оката, и у вас будет одно число петель снизу, вы потихоньку будете расширять свой рукав до нужной вам ширины. Если у вас здесь по центру идет какая-то коса, тогда вы считаете сначала количество сантиметров снизу от косы справа и слева, и эти сантиметры переводите в петли по вашему узору мелкому, и затем вы считаете количество сантиметров справа и слева от косы сверху, и тоже переводите эти сантиметры в петли, и потом вы считаете разницу между верхним количеством петель и нижним, и точно так же высчитываете, сколько сделать прибавок. Ну, то есть все то же самое, что мы делали с вами в каком-то интенсиве по вязанию. Ой, что-то мы с вами вязали, я уже забыла. Если кому непонятно, вы мне напишите, я вам обязательно, ну, скину, либо скажу, где посмотреть. Сейчас я камеру поменяю, и если есть вопросы, я отвечу. Я, видите, как за 40 минут управилась, все нормально. Жду ваши комментарии. Сейчас. О, готово. В горизонтальном свитере. Вот, отлично. Значит, в горизонтальном свитере я рассказывала, как сделать расчеты на рукав, если у вас по центру идет коса. Наверное, да, в горизонтальном. Фух, ну вот, я все рассказала. Итак, домашнее задание. Вам нужно скинуть мне расчеты рукава до оката. Если у вас, например, рукав прямой, что тоже позволяется, вы можете просто посчитать количество петель, рядов и без прибавок вязать прямо вверх нужное количество рядов. Вот, если какие-то будут вопросы по расчетам, пишите. Расскажу по пунктам, что вам нужно сделать. Первое, что вам нужно сделать, это вот чисто для себя, если вы не вязали никогда окаты эти, вам нужно вот это вот все себе нарисовать и посчитать, сколько чего у вас где. А затем посчитать примерное количество петель сверху рукава, чтобы убедиться в том, что ширина вашего рукава влезет в вашу пройму. Может быть такое, что рукав очень узкий, очень маленький, тогда вы просто увеличиваете потом, в будущем, когда мы будем рассчитывать, увеличивайте высоту вашего оката. Об этом я еще расскажу. Это нормально. Важно, чтобы петель было не больше. Ну, может быть, если там на одну-две будет больше, ничего страшного. Вы там просто немножко присоберете при сшивании. Но учтите, что когда вы будете сшивать слишком широкий рукав в маленькую пройму, у вас здесь будет слишком много складочек, и это будет некрасиво. То есть идеальный окат все-таки нужно немножко посчитать. И что я еще хотела сказать? Хотела как раз сейчас посмотреть, я это не сравнивала. Вот у меня получилось 58 петель, когда мы с вами считали еще просто примерно 58 петель вверху моего рукава. Ой, я не ожидала, честно, правда. Посмотрите, у меня 58 получилось по моим расчетам, 58 петель вверх. Я еще раз в 100-й раз убедилась, что мои расчеты очень даже работают. То есть все-таки сделаю, я прям в шоке, честно. Настолько совпало. Ну, там может быть разница в 2, 3, в 5 петель. Ну, прям вот петля в петлю супер. Не ожидала. То есть это если араны может не совпадать. Если у вас лицевая гладь, то вы сразу прям тут считаете количество петель, и оно будет, естественно, совпадать. Ну, в общем, вы обязательно перед тем, как сделать расчеты рукава, вы еще раз измеряете правильно внутреннюю длину рукава, чтобы вам потом не перевязывать и не пересчитывать, потому что вы же будете прибавки делать в высоту вашего рукава, и если у вас внутренняя длина рукава потом изменится, вам нужно будет потом эти прибавки как-то подстраивать.
То есть измеряйте внутреннюю длину рукава, смотрите, чтобы примерно длина проймы была, э, м, высота оката была примерно на 3-7 сантиметров меньше длины проймы. И, следом вы считаете количество петель в ширину вашего рукава, чтобы убедиться, что ваш рукав влезет в вашу пройму. Потому что пройму мы не перевязываем, как есть пройма, так есть, мы ее и дальше будем использовать. А рукав нужно подкорректировать тогда, если что-то не так. Ну, просто физически невозможно в пройму, например, 15 сантиметров поместить рукав шириной 50 сантиметров. Как бы вы ни старались, это не получится. Это что касается вточного рукава, может быть, какой-то другой, как-то, не знаю, каким-то способом, но не в нашем случае. А затем, только после того, как вы измерили внутреннюю длину рукава, еще раз посчитали, сколько у вас там высота оката, меньше ли она длины проймы на 3-7 сантиметров. В идеале, конечно, 4-6. Я раньше всегда говорила 4-6, но потом как-то я поняла, что это слишком как-то мало, все-таки пусть будет 3-7. Но вот стремитесь, чтобы 4-6 было. Если не 4-6, тогда измеряете еще раз внутреннюю длину рукава. И только потом, после того, как вы посмотрели окат, посмотрели вашу внутреннюю длину рукава, посмотрели ширину вашего рукава, только потом делаете расчеты рукава. Вот, это важнее даже, чем сами расчеты, потому что расчеты потом как-то где-то можно подкорректировать, если вы ошиблись, ну, в расчёты переписать, а вот перевязать уже будет тяжело. Поэтому лучше сначала подготовиться, чтобы вы потом точно знали, что у вас в пройму все красиво войдет. И вот считайте вот это количество петель, что я говорила. Вот в пройме считайте количество петель и рядов. Там у вас ряды получаются. То есть мы петли оката будем вшивать в ряды проймы. И вот как раз посчитайте ваши рядочки, которые у вас в пройме, чтобы потом окат правильно хорошо влез. Вот. Если будет меньше, вообще хорошо. Меньше, вот у меня получилось меньше. Но завтра будем считать окат. В принципе, вы можете после оката это все сделать. То есть посчитаем вместе окат, вы посмотрите, где что подправить. Но вот эти подготовительные нюансы, это важно. Я уже протараторила раз 20. Очень хочу, чтобы вы меня услышали. Еще домашнее задание отдельное для участниц интенсива. Оно не будет в таблице, но оно важное, потому что я себе в таблицу сделала отдельную колонку, куда я буду это вписывать. Уже девочки поскидывали многие. Вы еще раз заново, абсолютно все, еще раз заново измеряете внутреннюю длину рукава, и записываете мне ее в личные сообщения. То есть вы так и пишете: я измерила внутреннюю длину рукава, новая у меня такая-то, либо осталась она старой. Вот это обязательно мне напишите, я в отдельную колонку это все вношу. Это знаете мне еще для чего нужно? Даже не только для того, чтобы вы правильно все связали, а для того, чтобы мне прокачивать свой опыт. Потому что вот вы вяжете, вас там, по-моему, 150 или чуть больше человек, вы вяжете 150 свитеров. Пока я свяжу 150 разных свитеров, пройдет года 3. И, ну, я не знаю, сколько, так прикинула. Поэтому для меня это тоже огромный опыт, чтобы на вашем примере еще раз подправить свои расчеты, чтобы я посмотрела, где у вас что не сходится, какие у вас получаются там пропорции, вот эти вот все вещи, соотношения высоты, ширины, и тогда, когда я прям веду отдельную таблицу, все туда записываю. И тогда я буду еще лучше понимать, как правильно сделать расчеты оката, чтобы все было идеально. То есть я не только на своем опыте потом в будущем планирую это все рассказывать, но и на вашем опыте. Я посмотрю, что там у кого как совпадает, как кто сделал расчеты, и я еще больше буду про эту тему знать. То есть я немножко в корыстных целях вас использую. Ну, на будущее потом, чтобы я вам смогла за 5 минут рассказать, как связать пройму, мне такие знания очень важны. И я очень прошу вас написать эти данные для себя и плюс для меня. Я так честно признаюсь, что я вас немножко использую. В этом интенсиве раньше, по-моему, такого не было. Я никакие таблицы сравнительные не вела, а сейчас веду. Короче, я уже чересчур сильно углубляюсь в эти расчеты. Мне кажется, что уже скоро буду, наверное, больше считать, чем вязать. Ну, мне это нравится. Я хочу, знаете, хочу как-то прийти к тому, чтобы взять новичка,
Ну, я просто, к примеру, говорю, я не планирую пока брать новичка. Ну, к примеру, да, взять новичка, дать ему там минимальное количество информации, чтобы он полностью вник и понял. Я люблю математику, люблю, когда все в цифрах вот так высчитывается, а потом вяжется и все совпадает прям идеально. Поэтому чтобы работала математика, нужно много практики. Я 150 свитеров связать не смогу. Зато на вашем примере я смогу еще раз подкорректировать свои цифры, свою математику. Хитрюшка, не только нас учишь, но и сама учишься. Да, я писала об этом позже, я думаю, вы видели, Елена, что я поняла, я очень многому научилась благодаря вам. И каждый раз, когда я готовлюсь к эфиру, я очень внимательно изучаю все свои расчеты и пишу по этим расчетам конспект, чтобы вам как-то это словами рассказать. Потому что когда я делаю какие-то действия на бумаге, мысли у меня как-то быстро пролетают. А когда я понимаю, что мне нужно это все словами объяснить, чтобы было понятно, то становится очень сложно. И вот как раз благодаря вам я учусь. И окат этот, вы знаете, я столько много всего нового узнала, пока я ну, серьезно, пока я готовилась, ну, я не к вам готовилась, я еще давным-давно готовилась, может быть, даже год назад, готовилась к индивидуальному уроку, и я очень многого узнала из своих расчетов по поводу оката, потому что я это все делаю как-то мне мама объяснила, я делаю интуитивно, а сейчас я понимаю, что математика работает очень серьезно, и когда ты ее применяешь, получается идеальный окат. Вот. Статистика вещь упрямая. Умничка, ты такая молодец, и тебе, и нам приятно, полезно. Вот-вот. Конечно, читал. А, пост. То, что я учусь, это правда. И вот мне кажется, что после этой статистики, которую я собираю активно, используя ваши все мерки, я, еще что-то пойму и, может быть, еще что-то добавлю и уберу, может быть, огромный кусок. Я, кстати, убрала всем ненавистную, ну, не всем, но многим ненавистную таблицу. Я объясняла окат по таблице, у меня есть видео на YouTube-канале, а я завтра немножко иначе расскажу, без таблицы. Потому что сколько раз я ее не рассказывала, потом было очень много вопросов. И мне кажется, что я либо плохо объясняю, либо я слишком намудрила. Так что завтра я чуть-чуть полегче объясню. Как мама сейчас вяжет, с расчетами или по-своему на глаз. Она на меня стала обращать внимание. Я тоже писала про это пост, что она никогда не вязала по клеточкам и говорила, какая ерунда, я и так все прекрасно считаю. Я там провязала 10 рядов, посчитала пальчиком, и я знаю, сколько я связала. А потом она потихоньку стала клеточки использовать. Ну, она, конечно, такие подробные расчеты не пишет, как я, но у нее всегда есть листочек, где плотность вязания образца, всегда посчитаны петли, ряды, то есть что-то такое, знаете, быстрое, элементарное, но пишет обязательно, потому что на глаз, не знаю, на глаз у меня сестра вяжет, мама, я так прям вот сильно на глаз я не замечала, все равно листочек какой-то есть, всегда что-то записывает, а сестра на глаз, она просто берет так спицы, и просто начинает набирать петли. Набрала, посмотрела, ширина ей подходит, и дальше начинает вязать. Ну, никаких образцов. И это неплохо. Она именно в этом талантлива, потому что у нее очень крутые вещи получаются. Но она вяжет на себя, своей семье, поэтому это позволительно. То есть на заказ она вот так не вяжет. А я наоборот, я фанат всяких расчетов, поэтому у меня тут уже миллион листочек и блокнотов. Вот, рассказала все, что хотела. У нас с вами осталось вообще самое элементарное. Нам завтра сделать расчеты оката. Среда, четверг мы это все свяжем красивенько, а в понедельник мы уже будем как бы завершать наше вязание свитера. Будем там уже горловину обрабатывать, сшивать и все такое. Сестра много перевязывает, не перевязывает вообще. Я удивляюсь над такими вязальщицами, которые не считают. Ну, если вяжешь себе, мне кажется, ты уже настолько четко знаешь, что тебе надо и сколько тебе надо, то можно так вязать, мне кажется. Я не считаю, что есть какие-то правильные способы, есть какие-то неправильные. Я считаю, что нужно разбираться во всем
и учиться, постоянно что-то себе находить, какие-то знания, что-то как-то шевелить головой, не вязать один реглан или не вязать там одни кофточки одинаковые на пуговичках, а как это сказать, разнообразить свою вязальную жизнь и вязать разное, чтобы понимать все, и носки как вязать, и шапку, и свитер как вязать. Вот, но при этом, если удобно какой-то определенный способ, то ничего страшного нет, что мастер использует его. Если у него есть огромный багаж знаний, то вот это хорошо. А если просто человек ленится, и он там выучил один реглан и вяжет с утра до ночи каждый год один и тот же реглан, то мне кажется, это не развитие, это просто стоит на месте человек. Ну, вот так я считаю. Я вот так, или с первого раза? У меня с первого раза получается. Да, с первого раза. Ну вот, у нас 5 минут осталось. Если есть вопросы, пишите. Вот не люблю считать, а приходится учиться. Надо полюбить. Я знаю, что многие не любят сшивать. Я тоже ненавидела сшивать. Это еще давно было. Вот в университете, в школе мне прям не хотелось довязывать, потому что надо было сшивать. А потом как-то я очень полюбила. И, ну, как-то вот настроила себя на то, что это тоже часть процесса, я нашла в этом плюсы, и я сейчас обожаю сшивать. Вот мне кажется, я сшивать люблю так же, как и вязать. Надо как-то себя... Ну и плюс вот эти расчеты, которые мы делаем, я делаю их так. Я вам преподношу информацию так, как у меня это в голове разложено и как мне удобно. Если вы поняли саму систему, саму суть, то вы можете абсолютно по-другому это все писать. То есть не обязательно, если вы не любите расчеты, не обязательно вам такие полотна выписывать. Вы можете себе взять клочок бумаги, там блокнотик аккуратненький и написать то, что вам действительно нужно в расчетах. И не расписывать так много. Или наоборот, если вам непонятно просто цифры-цифры, вам еще нужен текст, тогда вы можете и текстом все записывать. Ну, я за то, чтобы искать себе какое-то удобное положение и использовать знания так, как удобно, а не так, как повторять за другим, как другой показал. Не, если только одними спицами и одним узором, тогда, наверное, да, можно. А если каждый раз пряжа другая и спицы, пряжа другая, каждый раз у нее спицы, как она говорит, у нее два номера. Не два номера, два вида спиц. Толстые спицы и тонкие спицы. Поэтому она знает и что и как, сколько петель толстыми набрать, сколько петель тонкими набрать. Она даже не знает, какого они диаметра. Ну вот что есть, то есть, понимаете, человек не гонится за красотой материалов, за какой-то эстетической составляющей, а именно просто ради своего удовольствия вяжет и все. Ну, другой совсем характер и очень, ну, тоже талантливый человек, реально. Добрый вечер, добрый. Я вот не люблю сшивать, у меня некрасиво получается, видимо, не научилась еще. Вот сейчас благодаря Сашеньке научусь. Кстати, да, вот насчет сшивания. Даже не насчет сшивания, а я что-то не любила в вязании, я не помню что. Я страшно не любила какое-то что-то. Вот сейчас не вспомню. А потом я когда, ну, вот не помню, жалко. А потом, когда я научилась это делать, я стала это очень любить, и я, ну, поняла, что причина нелюбви моей была в том, что я это не умела. А, вспомнила, горловину. Горловину обвязывать. У меня на каждом новом изделии была какая-то новая горловина, которую я сама себе придумала. А потом я просто села и сделала это аккуратно и научилась. Так, чем больше расчетов, наверное, тем лучше сядет модель. А, чем больше расчетов, наверное, тем лучше сядет модель. Это да, но если ты опытный мастер, то можно и меньше расчетов, и тоже сядет модель. То есть тоже многое зависит от того, насколько, э, какое количество изделий вообще было связано. Ну и даже не в том суть, сколько связано, а как активно работала голова. Потому что можно связать 20 одинаковых свитеров, а 21 не смочь связать, если он там будет немножко другой фасон. Вот, поэтому, я за то, чтобы, когда вы вяжете, вы включали голову. Всегда это говорю. Вот так и я стараюсь вас обучать так, чтобы вы самостоятельно под свои размеры и под свою пряжу все это высчитали, а не просто взяли какое-то количество петель и связали. Так.
Я тоже так думаю. О. Ну, я рада, я, правда, не знаю, к чему, какой именно мысли. Ну, ладно. Главное, что вы согласны. Вот. Неопытный вы вязальщик, тогда учитесь. Просто придет момент, вы там по чуть-чуть, поменьше будете, писать и по чуть-чуть вычеркивать ненужной информации, которую вы и так уже прекрасно понимаете. Например, там план вязания, то, что лучше сядет. Да-да-да. Например, план вязания можно не писать, можно использовать то, что вы написали. Клеточки можно не рисовать, если вы не хотите их рисовать. Ну, там какие-то слишком много каких-то расчетов тоже не делать, записали одну цифру, вторую, все уже вы поняли, что к чему. Ну, короче, как-то так. Так, с вашей помощью Реглан освоила, и тут разберемся. Правильно. Все, 17 секунд осталось, буду прощаться. Хорошо, что я уложилась, все объяснила. Смотрите повтор, скидывайте мне новые длинные внутренние длины рукава, новые мерки, новые размеры и делайте расчеты. Все, пока всем. Сейчас оно отключится. Пока.